Я помогу тебе, Ясон. У тебя будет такой корабль, какого еще не бывало у людей. Я дам тебе в подмогу лучших героев Греции и сама поведу вас сквозь бури и туманы. Ты добудешь золотое руно. Аргонавты на острове Лемнос. Все свершилось так, как велела богиня Гера. Корабль было решено назвать Арго в честь мастера, который его построил. В корму корабля сама Афина вставила кусок священного дуба из Додонской рощи. В шелесте листьев этого дуба люди могли слышать свою судьбу. Мореплаватели надеялись, что в трудный час волшебный дуб укажет им путь. Нос корабля украсила прекрасная голова Геры, вырезанная из дерева. Ее покрыли золотом. Ослепляющий блеск стал символом покровительства могущественной богини. И вот настал тот день. Арго спущен на воду. 50 самых сильных и красивых греческих юношей съехались в Иолк, чтобы отправиться на этом корабле в далекую Колхиду за золотым руном. Среди них были неразлучные братья-близнецы Кастор и Полидевк, сын Аполлона, сладкоголосый Орфей и, конечно, Геракл. Прилетели на могучих крыльях два сына бога ветра Борея — Калаид и Зет. Кормчим корабля избран искусный и опытный моряк Тифис. Но главным в походе был Ясон. На Арго погрузили запасы еды, вина и пресной воды. Ночь перед отплытием аргонавты провели на берегу своего корабля. Они пировали и слушали завораживающие песни Орфея. На заре герои взошли на корабль. Гребцы сели на весла, кормчий встал у руля. Ясон налил полную чашу вина, чтобы вылить его в море за счастливое плаванье, согласно обычаю. Арго отправился в путь. Аргонавты долго плыли вдоль берегов Греции, но потом обогнули последний выступ Халкидского полуострова и вышли в широкое море. Как-то вечером они увидели впереди огненно-красный остров. Сперва герои подумали, что это заходящее солнце так окрасило высокие горы. Но пришла ночь, все вокруг потемнело, а неведомый остров словно пылал в темноте перед ними. И чем ближе подплывал к нему Арго, тем ярче было зарево. Вдруг из вершины горы, возвышавшейся над островом, вырвался столб огня, поднялся высоко в небо и с шумом и треском, рассыпая миллионы искр и раскаленных камней, обрушился в море. Наступило утро, и огонь на острове погас, только густой дым шел из горы. Арго приблизился к берегу. Аргонавты медленно сходили на берег, осторожно ступая на горячую землю. Осмотревшись, они увидели вдали городские стены и направились к городу. Из городских ворот появился большой вооруженный отряд и, грозно подняв оружие, двинулся им навстречу. Аргонавты приготовились к бою, но немедленно опустили оружие. Герои поняли, что перед ними вооруженные женщины. Увидев, что нежданные гости не собираются нападать, женщины в доспехах тоже остановились. Аргонавты попросили разрешения осмотреть чудесную землю. Они еще не знали, что здесь им придется задержаться надолго. Это был остров Лемнос. Здесь, в огнедышащей горе Массихл, была кузница самого Гефеста. В Горне
Вечно горел священный огонь. Одноглазые подмастерья, циклопы, сильно раздували огонь. Искры летели высоко в небо, и весь остров дрожал и сотрясался от подземных ударов могучего молота. Отсюда когда-то унес титан Прометей маленькую искру, чтобы подарить огонь людям. На острове жили только женщины. Они сами выполняли всю физическую работу в поле и в мастерских. Дело в том, что однажды лемносские женщины забыли принести жертву Афродите, за что прогневали богиню, и та наслала на них проклятие. Мужчины стали изменять лемнийским женам с фракийскими женщинами. И тогда, всего за одну ночь, хозяйки Лемноса истребили всех мужчин на острове за предательство. Царством управляла молодая царица Гипсипила. Она велела женщинам острова добродушно принять чужеземцев, угостить их хлебом, спелыми плодами и сладким вином, подарить им подарки в знак дружбы, но отправить поскорее подальше от Лемноса. Ведь нельзя понять, что на уме у этих мужчин. На что возразила мудрая седая нянька царицы Поликса. Ее речь была весьма убедительной. «Посмотрите на меня, я седая, я старая, я скоро умру. Когда старухи умрут, а молодые состарятся, кто будет впрягать быков в ярмо и пахать землю? Сеять хлеб, срезать колосья в поле? Кто будет охранять город от нападения соседей и вас от тяжелого рабства? Кто будет жить после нас? Сами боги послали нам этот корабль, и на нем 50 отважных и сильных героев. Послушайтесь моего совета. Позовите их к себе жить. Пусть они останутся на Лемносе. Пусть правят городом. Пусть выберут себе жен. И жены родят детей. И вот радостные аргонавты, задобренные богатыми подарками, прибыли на пир к царице Гипсипилле. Только Геракл и Орфей остались сторожить корабль. Во время пира царица сказала Ясону: «Видишь, как прекрасен наш остров, как обильна наша земля. Полюби эту землю. И если хочешь, останься с нами, живи в этом дворце и будь царем в нашем городе. И своим друзьям прикажи остаться на Лемносе». Ясон поблагодарил царицу за ласковый прием, но сказал, что остаться не может, как бы ни был прекрасен остров. Ведь он должен отправиться дальше, чтобы добыть золотое руно. А седая Поликса сидела рядом и все приговаривала: «Куда торопиться? Зачем спешить за гибелью? Пусть опасность сама ищет героя». Пиры сменялись пирами, проходили дни и недели, а аргонавты даже не думали возвращаться на свой корабль. Долго ждал их Геракл и, наконец, отправился в город сам. Как он был разгневан! Его голос раздавался по всему острову. Ведь не для того построен был Арго, чтобы волны били его о берег. Не для того собирались герои со всей Греции, чтобы стать нахлебниками у женщин. Пора продолжить путь за золотым руном. Нехотя аргонавты возвращались на корабль. Так приятно было им в женском плену. А женщины Лемноса
плакали, провожая героев. Царица Гипсипила полюбила Ясона. Она родила ему 2 сыновей. Конечно, царица не была готова к разлуке. Стоя на берегу, Гипсипила сказала Ясону: «Если ты добудешь золотое руно и захочешь вернуться на Лемнос, я отдам тебе город и власть, и свою любовь. Помни обо мне». По ее прекрасному, решительному лицу прокатилась слеза. Она знала, что аргонавты никогда не вернутся на Лемнос. Геракл отвязал причальный канат. Ясон без сожаления оставил остров. Он еще не знал, какой бедой отзовется ему решение оставить жену и детей. Вновь взлетели весла. Арго двинулся прямо на восток. После долгого плавания впереди показался берег.